Друзья мои, всем привет! В последнем ролике на этом канале я показывала, как вязать вот этот узор а-ля Кучинелли. Точнее, у меня воротник отличается от оригинального бомбер Кучинелли. И там было очень много запросов по вот этому воротнику. Мастер-класс смонтирован, он несложный, подойдет для начинающих, для тех, кто понимает, что такое разворотные петли. Но я все показываю очень-очень подробно, поэтому сначала посмотрите, сможете ли вы осилить или нет. Мы будем с вами вязать по кругу, но фактически поворотными рядами, поскольку мы будем сначала одну сторону выполнять, на одной стороне выполнять некие действия, потом на другой стороне. Потом сошьем все это вместе в этом же видео, петля в петлю. Не обращайте внимания, что у меня, может быть, где-то какие-то неровности видны, поскольку я еще не стирала изделие, полуизделие, у меня еще нет рукавов. Ну и планки, как видите, у меня тоже нет. И я не люблю не отпаривать пряжу, и пока она у меня не стирана, так как еще не доделана. Самое важное – это равное количество петель везде поднять. Да? Я от центра спинки одинаковое количество петель по косичке посчитала, поставила маркеры. Далее также по переду поставила маркеры. И вот здесь еще у меня было 4 косички дополнительных. Но мне почему-то так было удобно. В общем, у меня 4 маркера стояло. 5. Один по центру спинки и вот здесь 2. Также с другой стороны у меня здесь было 4 петли, я поднимала между маркерами. То есть в сумме у меня 75 петель. Самое главное, все ровно. Вы можете здесь просто 2 маркера ставить и убедиться, что у вас здесь поднято одинаковое количество петель. И от центральной петельки по спинке также одинаковое количество петель. Я еще немного углубила, буквально 2 ряда, часть, которая была у меня связана по прямой. Буквально 2 ряда углубила. Вы можете этого не делать, я все проговариваю. Маркеры я ставила здесь, как и на том кардигане, поскольку плотность, хоть и ниточка была разная у меня, практически была одинаковая. Поэтому я уже просто ничего не высчитывала. На словах я вам скажу, чем чаще стоят вот здесь от края маркера с одной и с другой стороны, тем у вас угол более острее вот здесь получается. Поэтому смотрите, это все на ваше усмотрение. Таким образом вы можете обрабатывать не только такой кардиган а-ля Кучинелли, да, также можете и другие изделия, другие какие-то свои кардиганы, кофточки обрабатывать вот таким же способом. Я изначально, сейчас поставлю вот сюда кусочек видео или фото, я не помню. У меня здесь было изначально, как у оригинала, резинкой. То есть я также через накид подняла петли по косичке. У меня, видите, как получается, что косички не видно, она в карман как бы спрятана. Косичка вот эта, которая от закрытых петель остается, она у нас спрятана. Все очень аккуратно с одной и с другой стороны. Я точно так же набрала петли, вязала по принципу полы резинки. Ну, это девочкам я рассказываю тем, которым на пальцах можно объяснить. Далее, так как петли были удвоены, например, 75 петель поднятых и 75 накидов. Далее я провязала на высоту ложной кетлевочки, не помню сколько рядов, по принципу полурезинки. И далее провязала ряд по 2 вместе и начала вязать уже резинкой. Ну, здесь все просто. Итак, желаю вам легких петелек и самое главное, будьте здоровы. Итак, у меня сшиты плечевые швы. И начинаю сначала обрабатывать горловину, а потом уже буду планку только делать. В черном кардигане, который я вязала, там я сделала наоборот, и мне не понравилось место вот здесь вот, где, что молния не доходит до обработки воротника. То есть молния там могла только вшиться в самой планке, а горловину она не дотягивалась до горловины. Там не было технической возможности сделать ее повыше. Поэтому в этот раз я сделаю правильно. Сначала горловину, а потом уже планку. Итак, мне важно поднять равно, одинаково со всех сторон. У меня поставлен маркер по центру спинки, по центру раппорта. То есть я буду одинаковое количество проверять себя, поднимать с одной стороны до красного маркера и с другой стороны до красного маркера. Вот 2 красных маркера на плече, это я отметила последние ряды и, собственно, ряд, которым сшивала петля в петлю изделия, да, то есть здесь тоже такая косичка получается. Вот здесь у меня должно быть равное количество по педу слева и справа, да.
В общем, одинаково. Я вот так себе нарисовала на листке бумаги просто вот круг незаконченный, да. У меня здесь разрыв, это планка. И буду поднимать и контролировать, чтобы количество петель у меня везде было равно. Саму горловину я буду обвязывать спицами номер 4. Полотно вязала спицами номер 5, то есть меньшим размером. Но поднимать я буду самыми маленькими спицами, которые у себя нашла. Это двушечка. Ну, можно 2,5. Просто удобнее будет, во-первых, вытягивать петли. Крючок в помощь, да, если нужно. И еще для чего я беру спицы маленького размера, для того, чтобы петли были не растянутыми, потому что мы будем делать накид, и потом этот накид уйдет у нас на другую спицу. Итак, давайте начнем по порядку. Итак, нахожу первую петельку за 2 дужки ее. Давайте сделаю камеру ниже. Вошла спицы по 2 дужки первой петельки и буду идти справа налево. Подхватываю ниточку, оставляю небольшой хвостик и вытягиваю эту петлю. Ну вот здесь вот можно, наверное, крючком помочь. Заодно отрегулируйте длину вот этого хвостика. Можно где-то даже подвязать вот этот хвостик, чтобы он не выпрыгивал. Таким образом у нас есть одна петля уже на спице. И теперь я делаю обратный накид. Почему обратный? Можно делать прямой накид, когда ниточка лежит от нас. Я привыкла делать обратный, так удобнее подхватывать следующую петлю. Итак, у меня получается петля, накид. В следующую захожу, под следующую косичку. Вытягиваю петлю. У меня здесь еще ниточка с люрексом и шишибриками, поэтому я буду медленно и аккуратно поднимать. Итак, вытянула петлю, делаю накид. Количество петель и накидов должно быть равное. И дальше иду. Петля и накид. В следующую косичку, под следующую точнее, да, вытягиваю петлю и накид. Маленькими спицами, повторюсь, удобно вытягивать петли, и плюс еще, чтобы не было больших растяжек, когда мы будем уже вязать, обвязывать горловину. Итак, давайте самостоятельно до самого конца, то есть до левой полочки. Это у нас левая полочка, да, если по отношению к изделию. Давайте поднимать петли самостоятельно, я к вам в конце подсоединюсь и продолжим вместе. Я дошла до ближайшего маркера, снимаю его, так, накид не потерять, вытягиваю ниточку, у меня там немножко мешает мне нить с люрексом, так, вытянула и накид, и смотрите, я ставлю сюда маркер. Накид у меня последний, и дальше пошла поднимать петли. Одна петля, вторая и так далее. От красного по спинке до центрального по спинке подняла 15 петель у меня вот в данном случае, и накид. Ставлю маркер, записываю себе 15 петель, потом центральная у меня одна. Почему у нас центральная есть? Поскольку когда мы закрываем петли, у нас смещение петли идет на половинку, на пол петли, поэтому у нас по факту образовалась центральная петля. Но это всегда так при закрытии. Итак, поднимаю центральную. Еще вот смотрите, если вы хотите обрабатывать резинкой, то имейте в виду, что количество петель общее должно быть и петель, и накидов нечетным, да, получается, если резинка 1 на 1, например, то лицевой начинается, например, ряд, и лицевой петлей заканчивается. То есть резинка 1 на 1 кратно 2 плюс 1 петля симметрии. Если у вас резинка 2 на 2, соответственно, у вас должно быть кратно петли 4 плюс 2 для симметрии в конце. Например, вы начинаете вязать, когда мы потом сейчас поднимем петли и начнем вязать, 2 лицевые, 2 изнаночные, это раппорт 4 петли, и в конце должны быть 2 лицевые, то есть кратно 4 и плюс 2 петли для симметрии. Я думаю, это понятно. У меня лицевая гладь, мне не принципиально важно иметь количество петель четное или нечетное.
я просто для себя вот среднюю петельку эту отмечаю, чисто просто для себя. Вот я вытянула центральную, делаю накид, ставлю маркер, потом все эти маркеры я уберу. И дальше мне нужно поднять до следующего маркера 15 петель. То есть, чтобы было прям одинаково, чтобы никаких перекосов не было. Я заканчиваю уже ряд. У меня вот здесь вот 18 петель должно быть. Вообще у меня 17 косичек здесь. И также здесь 17. Но я решила одну добавить. У меня вот 9 петля, накид. И прям вот сюда как бы напрашивается еще одна петелька. И я прям достаю из дырочки. И дальше пошла. Вы можете так не делать. Главное, чтобы у вас было равное количество и петель, и накидов. 16 накид, 17 накид. И последняя у меня косичка. Я, наверное, воспользуюсь крючком. И 18 петля. И обязательно в конце накид, поскольку у нас должно быть и петель, и накидов равное количество. Разворачиваем теперь на изнаночную сторону изделия. И нам нужно взять 2 спицы номер 4 в моем случае, теми, которыми я буду вязать. И нужно будет накиды переснять на одну спицу, а петли, которые мы поднимали, на другую спицу. Накиды я буду перекидывать на ближайшую спицу. Придерживайте этот накид, мы его потом обязательно провяжем. А петля у меня идет на дальнюю спицу. Для удобства можете пока взять спицы поменьше, например, 3,5. И вот так вот по одной петельке перекидываю. Накид на ближайшую, а петлю на дальнюю. Можете пересчитывать в этот момент, проверять себя. И вот так аккуратно переснимаю все петли до конца. В этот момент желательно, да, проверить, пересчитать все. Давайте до конца сделаем это самостоятельно. К спинке, к центру подхожу. Вот этот маркер я, в принципе, можно снять. Мне нужно выделить вот эту центральную петлю. То есть вот этот накид я помечаю на ближайший. И с другой стороны вот эту центральную петельку по спинке я ее помечаю маркерами. И далее продолжаю пересчитывать петли на ближайшую накид, на дальнюю петлю. Это получается 1 петля, я считаю так. Потом перекидываю накид и петлю, это 2 петли, 3, 4, 5, 6, 7, 8, чуть-чуть отодвигаю петли, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть на одной спице у меня 15 от центра, и на другой. Просто когда прохожу вот этот ряд, да, перекидываю, то есть петли на 2 спицы, я пересчитываю. И здесь должно быть 4. Раз, 2, 3, 4 и так далее. То есть у меня 18, 4, 15, 1 по центру спинки, 15, 4 и 18. И продолжаю так до конца ряда. И последние петли у меня остались. В сумме у меня получилось 75 петель. В принципе, эта информация, наверное, не нужна. Просто для тех, кто также вяжет кардиган, как и я. Итак, теперь спица маленькая, больше не нужна. Мы ее убираем. Теперь мы работаем поочередно с одной и с другой спицы. Но для начала мы провяжем один круговой ряд. Итак, у нас 75 петель на дальней спице и 75 накидов на ближайшей спице. И начинаем мы вязать с изнаночного ряда, поскольку у нас здесь ближе находится ниточка.
И у нас здесь еще один накид должен быть. Сейчас мы поступим так. Я беру спицу. Смотрите, нам нужно здесь создать одну петлю, потому что ее здесь не хватает, да? Вот этот накид последний, он у нас как бы еще не провязан. Мы кладем эту ниточку на палец, заводим спицы рабочей сверху вниз и перекручиваем петлю вот так. Получается первая петля. И далее можно вязать за заднюю стенку, можно вязать скрещенными петлями за переднюю стеночку, если хотите потуже. Это как кому нравится. И далее провязываем сначала с ближней спицы все петли лицевыми. Сейчас кажется, что петли вот такими растянутыми, когда мы провяжем дальнюю спицу, то они все подтянутся, и все будет красиво. Итак, провязываем лицевыми петлями до конца спицу, которая у нас по изнаночной стороне. Это были накиды, когда мы делали накид. 74 и 75. Итак, мы провязали спицы, которые у нас по изнаночной стороне. Теперь разворачиваем вязание на лицевую сторону узора и, в принципе, на лицевую сторону изделия. И фактически мы вяжем с вами по кругу. Теперь я буду вязать спицу, которая у нас по лицевой стороне. Первая петля всегда лицевая. И на дальней спице, на ближней. Вот у меня хвостик здесь торчит. Потом я его закреплю где-нибудь здесь. И начинаем вязать прям с первой петли лицевой. То есть кромочных мы никаких не вяжем. Мне кажется, она у меня здесь перекрещена, поэтому провяжу ее вот так. Да, вот так пускай будет. 2, 3 и опять посчитаю. Количество петель у нас должно быть равное. 75 на одной спице, вот в моем случае, и 75 на другой спице. Это важное условие. Итак, провязываем самостоятельно, и центральную петельку по спинке я выделяю маркером с одной и с другой стороны. И последняя петля тоже лицевая. Смотрите, чтобы она была повернута. Я провяжу за заднюю стенку, чтобы она была открытой петлей. Но это в зависимости, как поднимали, как мы ее клали на спицу. Первая и последняя петля на каждой спице должна быть лицевой, потому что мы вяжем по кругу. У нас образуется сейчас вот здесь вот кармашек, и в этом кармашке будет и косичка, и все хвостики, которые у нас остались при вязании, да, вот в начале ряда у меня здесь, где-то сбоку, вот эти все хвостики мы аккуратно с помощью крючочка, можно сделать это попозже, убираем вот сюда между двух полотен, потому что у нас сейчас полотно будет расти, и вот сюда мы потом все это запрячем. Я думаю, это понятно. Итак, мы прошлись круговой ряд, начиная с изнаночной стороны, одну спицу провязали, и по лицевой стороне узоры также прошлись и вернулись в начало кругового ряда. Вяжем мы по кругу на 2 спицах. Вот здесь я поставлю розовый маркер, как напоминание, что здесь у нас начало кругового ряда по изнаночной стороне. Вот так как-нибудь. Итак, теперь мы должны определиться с шагом. Шаг, чем чаще шаг, тем острее получается вот этот угол. У меня шаг на том кардигане был в 4 петли. На этом я сделаю так же. Поскольку хоть и нити разной толщины у меня была на черном кардигане и здесь, а плотность попетельная практически, прям вот практически одинаковая. Поэтому такой же шаг я оставляю. Количество точек вот этих по 4 петли маркер, 4 петли маркер, 4 петли маркер ставить можно сколько угодно. От этого будет зависеть высота воротника самого. Поэтому я пока не знаю, какая высота меня устроит. В любом случае можно будет либо не довязать последних 2 маркера, либо наоборот добавить еще, например, вот у меня стоит по 4 маркера, можно добавить еще и 5-е. То есть это дело индивидуальное. Сначала мы будем работать, вязать на одной спице. Мы будем ходить, вот первый лицевой ряд, до голубого крайнего последнего маркера, скидываем его. Будем вязать удлиненными рядами, поскольку так каждая разворотная петля будет ближе к горловине к самой.
Можно вязать укороченными рядами, то есть от ближайшего к ближайшему, от ближайшего к ближайшему. Но тогда разворотные петли у нас будут, каждая парная петля у нас будет на ряд выше, на ряд выше, на ряд выше. То есть лучше вязать удлиненными, чтобы разворотные петли все провязывались ближе к горловине. Итак, я расставила маркеры, и сейчас мы будем ходить лицевой ряд до крайнего синего, изнаночным рядом на одной спице до крайнего красного, скидываем их, да? Потом разворачиваемся разворотной петлей, идем до крайнего, до последнего синего, это уже будет второй с краю. Разворачиваемся изнаночным рядом, изнаночными петлями идем до крайнего красного. И так, пока мы все маркеры не отвяжем. Но я хочу углубить горловину, то место, которое у меня закрывалось по прямой. В моем случае это 16 петель. Я хочу отметить и один рядочек туда-обратно пройтись. Для одной и другой стороны горловины это будет первый ряд. Вот я сейчас поставлю здесь маркеры, давайте сделаем. То есть мне нужно 16 петель, прямой участок выделить. Так как у меня есть центральная петля, мне нужно нечетное получается количество петель, либо 15, либо 17. Я сделаю 17. А значит, по 8 петель с каждой стороны, слева и справа от голубого маркера мне нужно отметить. 2, 4, 6, 8. Вот сюда ставлю дополнительный маркер. И в другую сторону 2, 4, 6, 8. Точно так же. Итак, я сейчас должна первым рядом идти до крайнего голубого маркера. Но в моем случае вы можете серединку вот эту не опускать. Вы посмотрите, как у меня в итоге получается. Будет небольшое углубление в самом воротнике со стороны спинки. Вообще, в теории, если бы у меня была бы тоненькая пряжа, то я бы прошлась бы сначала бы прямой участок туда-обратно. Потом захватил 3 петли с другой стороны и так далее. Повторила всю горловину. Но так как у меня пряжа толстая, я просто прямой участок увеличу на высоту 2 ряда. Оно будет незначительно, но тем не менее, как бы со стороны спинки горловина будет, вот этот прямой участок будет подчеркнут. Итак, приступаем к работе. Значит, кто не углубляет горловину по спинке, значит, вы просто идете сейчас до синего крайнего маркера. Я же дойду до розового маркера слева от центра, развернусь, дойду до розового, который у меня справа от голубого стоит, от центрального. И далее уже только потом пойду к первому маркеру голубому. Развернусь, пойду к первому маркеру красному и так далее. Голубой, красный, пока все маркеры не отвяжем. Итак, беру другую спицу. Точнее, другой конец этой же спицы. И начинаем обязательно всегда с лицевой петли. У нас нет кромочных, мы вяжем по кругу. И сейчас я вяжу до розового маркера. Итак, дошла до розового маркера, который от центра спинки у меня на 8 петель стоит влево. Снимаю его, разворачиваюсь на изнаночную сторону. Сейчас мы сделаем разворотную петлю. На правую спицу мы изнаночную петельку перекидываем, ниточку до отказа назад заводим. Вот таким образом у нас получается 2 дужки петли. И идем изнаночными петлями до розового маркера. Итак, сняла этот маркер, дошла до него, развернулась на лицевую сторону. Здесь мы пошли первый ряд вязать, не считая центральных, сколько у меня здесь, 17 петель. Мы сейчас идем к голубому маркеру, здесь тоже относительно этого края будет первый ряд. Делаем разворотную петлю, за правую стеночку хватаем лицевую петлю на правую спицу и нить на себя. И идем до первого, точнее до последнего маркера синенького. Разворотная петля — это там, где у нас стоял розовый маркер слева от голубого, да? Встречается. Слева направо ее подхватываем и провязываем.
И дошла до крайнего. Снимаю голубой маркер, разворачиваемся. Мы только на одной спице сейчас работаем, та, которая с изнаночной стороны у нас. Разворачиваемся на изнаночную сторону, петельку подхватываем, ниточку до конца отводим назад. Тоже 2 дужки петли являются одной петлей. Держим на кончике, стараемся не растягивать. И изнаночными петлями проходим до красного маркера, до самого-самого крайнего. От голубого центрального маркера у нас сейчас по изнаночной стороне встретится разворотная петля, там, где стоял розовый маркер. Мимо нее невозможно пройти, она вот такая вот сдвоенная. За задние стеночки ее подхватываем, переводим ниточку вперед и аккуратно изнаночной петлей провязываем. Не скидывайте с левой спицы, пока не убедились, что провязали. И идем до крайнего красного маркера. Так, дошла до красного маркера крайнего, скидываю его, больше он не нужен. Разворачиваемся на лицевую сторону. Делаем разворотную петлю за правую стеночку и ниточку на себя. Это у нас 3-й лицевой ряд. Вяжем аналогично. Теперь у нас будем ходить от синего к красному маркеру. То есть сейчас мы 3-м рядом идем к последнему синему, развернемся изнаночным рядом, пойдем к последнему красному. Это будет 4-й ряд, потом к синему 5-й ряд, к последнему, и также к последнему там 6-м рядом красному, да? Пока все маркеры не отвяжем. Давайте, наверное, самостоятельно. Здесь действия все одни и те же. Я в итоге отвязала по 3 маркера. То есть 1-й ряд к голубому маркеру, 2-й ряд к 1-му красному, 4-й ряд ко 2-му красному и 6-й ряд по изнаночной стороне к 3-му красному. 4-й красный маркер я снимаю, он не нужен. То есть я после 6-го ряда развернулась, и сейчас 7-м рядом мне нужно дойти эту спицу вот довязать до конца. Вот этот маркер 4-й я тоже снимаю, он мне не нужен. Я визуально оцениваю, вот, что вот такая высота воротника меня устраивает. Все, и далее вяжу до конца эту спицу. На данном этапе мы, когда будем довязывать петли на этой спице, у нас тут будут встречаться разворотные петли. А с этой стороны они у нас пока остаются, разворотные петли не провязаны. Итак, довязываю. Встречается разворотная петля, слева направо ее подхватываем и провязываем. Через каждые 4 петельки, вот здесь у меня вот 2-я разворотная встречается. 1, 2, 3 и 4-я петля, это 3-й раз разворотная петля встретилась. Все, довязала спицу до конца, то есть с внутренней частью воротника мы поработали. Пока это все зажато, да, пока не видно. Разворачиваемся на лицевую сторону изделия, и теперь будем все те же самые действия делать, но уже на спице, которая с лицевой стороны. Точно так же ставлю по 3 маркера, поскольку там у меня было тоже по 3 маркера, да, по 4 петельки отмечаю с одной стороны, 3 раза 3 маркера, и с другой стороны 4 петли маркер, 4 петли маркер и 4 петли маркер. И по центру я точно так же по 8 петель
2, 4, 6, 8. Точно так же и по центру я сделаю углубление. 2, 4, 6, 8. То есть мы перешли на спицу, которая с лицевой стороны, и выполняем ровным счетом все те же движения, все те же действия. Такое же количество рядов, как мы делали со стороны изнаночной по отношению к изделию, да? То есть переходим на рабочую спицу, у нас теперь та, которая с наружной стороны. Ниточка у нас в начале спицы как раз находится. Вяжем мы, не забываем, что по кругу, поэтому первая петля и последняя на любой из спиц всегда будет лицевой. Итак, вяжем здесь самостоятельно, повторяем все то, что делали на другой спице. Сначала я вывяжу углубление за счет 2 рядов, то есть подойду от центрального голубого маркера к маркеру, который слева на 8 петель. Развернусь изнаночным рядом, дойду до другого маркера розового. А дальше пойду, буду вязать от голубого. Здесь я развернусь, да, как и на спинке, как и на изнаночной стороне мы делали. Развернусь, пойду до голубого. Вторым рядом до ближайшего, вернее, до крайнего красного. То есть то же самое делаем. Тех же 6 рядов отвязываем. В моем случае, может быть, у вас 8. Значит, вы вяжете свои 8. И на последнем красный маркер, когда мы все маркеры скидываем, мы разворачиваемся, оказываемся здесь на лицевой стороне и довязываем просто до конца все петли. Давайте по одному разу выполним. Повторюсь, сначала я углубление по спинке, где у меня прямой участок. На петлях у меня это 17 петель центральных. Углубляюсь здесь сначала. Дошла до розового маркера, скинула. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Делаю разворотную петельку. Изнаночными петлями иду до другого розового маркера. Скидываем розовый маркер. Делаем разворотную петельку, ниточку на себя и иду до крайнего голубого маркера. Разворотная петля встретилась, слева направо ее провязываем аккуратно. Маркеры перекидываем все голубые. Дошла до крайнего голубого маркера по лицевой стороне, скидываю, разворачиваемся на изнаночную сторону, делаем разворотную петельку, ниточку, петлю на правую спицу, ниточку до отказа назад, изнаночными петлями иду до крайнего красного маркера, до самого последнего. Итак, у меня осталось по одному маркеру. Значит, это у меня 5-й ряд, 3-й маркер голубой. Разворачиваемся и 6-м рядом делаем разворотную петельку, спицы гремят. Иду до последнего маркера красненького, да, получается. Все, это у меня 6-й ряд, точно так же, как и мы делали со стороны изнаночной, то есть на другой спице. Все, здесь я сейчас разворачиваюсь на лицевую сторону, сделала разворотную петельку, и эту спицу нужно дойти до конца лицевыми петлями. В конце ряда нам нужно провязать, в моем случае, 3 разворотные петли. В конце спицы также встречается разворотная петля первая, я имею в виду по счету. Через 4 петли вторая, слева направо ее провязываем. И последняя, 3-я разворотная петля, слева направо точно так же. Все, у нас сейчас на одной спице и на другой спице выполнено
все одинаково и все равно. Но есть один момент, что в начале одной спицы у нас не провязаны разворотные петли справа. И на другой спице точно так же 3 разворотные петли у нас не провязаны в начале ряда. В начале не ряда, а спицы. Мы же вяжем по кругу. Итак, начало и конец кругового ряда у нас с изнаночной стороны, поэтому мы сейчас продолжаем вязать по кругу. Мы проходим один круговой ряд лицевыми петлями. Первую петлю провязываем на одной спице и идем до конца. Последнюю мы также провязываем лицевой петлей, переходим на другую и провязываем до конца. Первая, последняя тоже лицевые петли. Беру эту же спицу. Это у нас выравнивающий ряд. Можно провязать таких 2. Смотрите, как вам нравится. Итак, 4 петли, следующая разворотная, за 2 задние стеночки подхватываем и провязываем. Провязываю 4 петли и опять разворотная петелька, за задние стеночки провязываем. И третья разворотная петелька, за задние стеночки провязываем. Далее до конца лицевыми петлями. У нас больше разворотных петель на этой спице нет. Довязали со стороны изнаночной 75 лицевых петель, да? Вот эта высота воротника, плюс еще один ряд будет сшиваться. То есть еще мы будем сшивать петля в петлю трикотажным швом, у нас еще один ряд добавится. И если кажется маловато, можно еще один круговой ряд пройти. Итак, половина кругового ряда провязана. Теперь переходим на лицевую сторону. Здесь еще одна спица, ее нам надо тоже провязать. То есть закончить круговой ряд. Также в начале у нас лицевая петля первая и 3 раза в моем случае встретятся разворотные петли. Также провязываем за задние стеночки, поскольку к разворотной петле мы зашли с правой стороны. Вторая разворотная петля за задние стеночки. Через 4 петли в моем случае. Может быть, у вас шаг 3 петли, поэтому через 3 петли значит разворотная петля. И последнюю провязываю. Дальше у меня все петли лицевые до конца этой спицы. То есть эту спицу я должна довязать. Итак, довязали эту спицу. Все, теперь можно все выпрямить. Видите, у нас вот здесь, правда, мало рядов, плохо видно, но мы вяжем по кругу. И здесь у нас, чтобы никаких ни кромочных, ничего не было. Если бы здесь была высота большая, то здесь бы было видно, что здесь все идет непрерывно, да, как будто мы вяжем по кругу. Итак, теперь нужно подойти к зеркалу, померить, правильно ли вы выбрали высоту, удобно ли вам, красиво ли вам. Если надо, вы можете еще добавить, начиная с изнаночной стороны изделия. У нас здесь начинается начало кругового ряда, да. То есть, если хотите, вы можете еще рядок добавить, может быть, 2 рядочка добавить, может быть, какой-то ажур провести, накид 2 вместе, накид 2 вместе. Ну, вдруг вам захочется вот край иметь такой, да. Я решила больше лишнего ряда не вязать. Вы можете, повторюсь, делать выше. У меня по сантиметрам в самом широком месте это 4 сантиметра. И плюс ряд, который мы сейчас соединим. Итак, я уже отрезала 3 длины воротника, ниточку и вставила в трикотажную иглу. Итак, начинаем сшивать. У нас есть отдельно такой видеоурок, но тем не менее давайте мы здесь тоже повторим, как говорится. Нить находится на дальней спице, поэтому сначала я перевожу иглу ближе к себе, на другую сторону. Да, и я буду сейчас сшивать. Если вы вязали бабушкиными изнаночными петлями, то, пожалуйста, переместите петли так, чтобы правая стенка стояла к вам ближе. На одной спице и на другой, чтобы правая стеночка была к вам. Я думаю, это нетрудно сделать. Итак, начинаем.
Сначала я иголку отправляю к себе. И теперь мы начинаем парами закрывать внутрь и наружу. Главное правило, чтобы в каждой петле игла была 2 раза. Итак, в первую петлю я ввожу иголку уже во 2-й раз на дальней спице, поэтому я ее уже скидываю, а в соседнюю наружу. И продергиваем ниточку, при этом контролируем натяжение. Теперь на ближней спице в первую вхожу внутрь, тут же ее скидываю, в соседнюю наружу. Подтягиваем все, контролируем натяжение нити и продолжаем. На дальнюю спицу идем внутрь, и поскольку мы уже в этой петле 2 раза, я ее скидываю, и в соседнюю наружу. Протягиваем нить, при этом контролируем натяжение. На ближней спице внутрь скидываю, так как дважды уже здесь была игла, и в соседнюю наружу. Продолжаем. Внутрь скидываю и наружу. На ближней спице внутрь скидываю петлю и наружу. Контролируем натяжение. Внутрь скидываю петлю и наружу. Внутрь скидываю наружу. Одни и те же движения, одни и те же действия. И продолжаем самостоятельно. В конце я к вам подсоединюсь. У меня осталось пару петель с одной и с другой стороны. Иду на дальнюю, вхожу внутрь и в соседнюю наружу. И очень маленький кусочек нити остался. Вот здесь мне прям очень-очень неудобно. На ближайшую спицу внутрь и в соседнюю наружу. И осталось последнее движение внутрь на дальний. Можно уже вынимать спицу дальнюю. Так, ну здесь я справлюсь уже крючком. И внутрь надо зайти теперь в ближайшую. Здесь я уже крючком могу помочь себе. Вот так вот впритык, конечно, делать не надо. Поэтому лучше всегда оставлять с плюсиком. Все, и теперь вот эту ниточку надо запрятать, естественно, внутрь. И все, наш воротник готов.